События, которые мы рассмотрим в этом видео, произошли в 2016 году в немецком городе Фрайбург. История 19-летней Марии Ладенбургер вызвала огромный резонанс и подняла множество вопросов не только к работе полиции, но и ко всей власти в Германии в целом. Мария родилась 6 декабря 1996 года в семье Клеменса и Фредерики Ладенбургер. К 2016 году девушка являлась студенткой медицинского факультета Фрайбургского университета, а в свободное от учебы время подрабатывала в одном из городских центров. В ночь с 15 на 16 октября 2016 года Мария присутствовала на вечеринке, организованной медицинским факультетом. Она хорошо провела время в знакомой компании, и когда стала собираться домой, на часах было около половины третьего ночи. Мария жила в студенческом общежитии примерно в 5 километрах от университета. Попрощавшись с друзьями в 2 часа 37 минут, она покинула вечеринку и на своем велосипеде поехала в сторону общежития. А уже в 8 часов 20 минут кто-то из тех, кто совершал пробежку вдоль реки Драйзам рядом со стадионом Шварцвальд, увидел в воде женское тело. Драйзам – это небольшая речка, и в том месте, откуда извлекли тело, ее глубина составляла всего 30 сантиметров. Жертва была опознана как 19-летняя Мария Ладенбургер. Она так и не доехала до общежития, и ее тело нашли примерно в 1,5 километрах от него. Во время проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что причиной смерти Марии стало утопление. При этом ее еще пытались задушить шарфом, который полицейские изъяли на месте происшествия. На нем был обнаружен образец мужской ДНК, судя по всему, принадлежавший преступнику. Также был установлен и предполагаемый мотив нападения на Марию. Экспертиза установила, что перед смертью девушки была нарушена ее половая неприкосновенность. Для расследования этого дела полицией была создана специальная комиссия из 68 следователей. Помимо ДНК, найденной на шарфе, в кустах рядом с тем местом, где было найдено тело, полицейские нашли несколько черных волос с обесцвеченными концами длиной 18,5 сантиметров. Что важно, эти волосы были вырваны вместе с корнями, и это позволило получить еще один образец мужской ДНК. Этот образец принадлежал тому же человеку, что и образец ДНК, найденный на шарфе, которым душили Марию. Но установить личность человека, которому принадлежали найденные образцы, не удалось, так как никаких сведений о нем в полицейских базах не было. 8 ноября полиция предложила вознаграждение в размере 6000 евро за информацию, способную помочь в расследовании. Вскоре, благодаря нескольким частным лицам, сумма вознаграждения была увеличена до 35 тысяч. Полицией было допрошено более 1400 человек, включая участников вечеринки, которая стала для Марии последней. В то же время более 100 человек добровольно сдали образцы ДНК для проведения сравнительного анализа. Среди добровольцев в основном были те, кто присутствовал на вечеринке, но в результате проведения анализа совпадений с ДНК, найденной на месте происшествия, не выявили. Правоохранительными органами проверялись все возможные зацепки, но определяющую роль в установлении личности преступника сыграли найденные на месте происшествия волосы и шарф. Зная, что у человека, которого они ищут, длинные черные волосы с обесцвеченными концами, полицейские стали просматривать записи со множества городских камер. Просматривая записи, сделанные в городском трамвае, они увидели мужчину с подходящим цветом и длиной волос. У него была так называемая стрижка андеркат, коротко выбритые волосы сбоку и сзади и более длинные волосы на макушке. Запись была сделана ночью 16 октября в 1 час 57 минут. А это всего за 40 минут до того, как Мария покинула вечеринку. Подозреваемый сел в трамвай рядом с университетом и спустя примерно 20 минут вышел на конечной остановке, которая находится менее чем в километре от того места, где было найдено тело. Как сообщала полиция, находясь в трамвае, неизвестный приставал к 2 девушкам, но им в итоге удалось избавить себя от внимания назойливого попутчика.
Спустя почти 7 недель с момента обнаружения тела 3 декабря 2016 года полиция объявила об аресте подозреваемого. Им оказался 17-летний иммигрант из Афганистана Хусейн Хавари. Вот только, как в итоге выяснится, не совсем 17-летний и не совсем из Афганистана. Но давайте по порядку. Хавари въехал на территорию Германии без удостоверения личности в ноябре 2015 года. При въезде он сообщил, что прибыл из Афганистана и что родился в 1999 году. Возраст – это, как говорится, отдельная история. Хусейн Хавари при въезде в страну сказал, что ему 16 лет. Документов, подтверждающих либо опровергающих это, у него при себе не было. В Германии из-за заявленного возраста ему предоставили убежище как несовершеннолетнему беженцу без сопровождения и поместили в семью, обеспечив тем самым проживание и пропитание. Такой трюк с возрастом, а именно его занижение, обычное явление, которое дает преимущество не только при прошении убежища, но и в случае проблем с законом, так как с несовершеннолетних спрос меньше. К возрасту подозреваемого мы вернемся чуть позже, есть более примечательные детали в его биографии. Как выяснилось после ареста, отпечатки пальцев Хавари были включены в общеевропейскую систему в 2013 году в Греции, где он подал прошение о предоставлении убежища. В Греции он успел отличиться вскоре после того, как туда приехал. Летом 2013 года, находясь на острове Корфу, он напал на 20-летнюю студентку, у которой забрал сумочку. Затем он поднял девушку и скинул ее со скалы. Она пролетела около 10 метров вниз и благодаря кустам и песку чудом осталась жива. Девушка провела в больнице 17 дней и перенесла 3 операции, а также опознала Хавари как человека, напавшего на нее. А вот сам он не понимал, за что его задержали, и, говоря с полицейскими о жертве, сказал, что она всего лишь женщина. В феврале 2014 года греческий суд признал Хавари виновным в покушении и приговорил его к 10 годам тюрьмы. Что важно, на суде он заявлял, что прибыл из Ирана и что родился в 1996 году. Напомню, что при въезде в Германию он заявил, что родился в 1999 году. И тут, конечно же, возникает вопрос, как Хусейн Хавари в 2015 году въехал в Германию, если в 2014 его приговорили к 10 годам тюрьмы в Греции. Все дело в том, что через 1,5 года он попал под амнистию и оказался на свободе. Его обязали регулярно отмечаться в полиции, но он пришел в участок всего 1 раз. В то время границы были открыты, и Хавари вместе с сотнями тысяч других беженцев отправился в Германию, где скорректировал свой возраст, чтобы выдать себя за несовершеннолетнего. Теперь же, когда все это вскрылось, у немецкой стороны появилась масса вопросов к властям Греции, а в частности к полиции, которая не инициировала розыск Хавари через Интерпол, что позволило ему беспрепятственно попасть на территорию Германии. В то время как правоохранительные органы Германии и Греции пытались разобраться между собой, рядовые жители Германии и Фрайбурга в частности требовали от властей хоть что-то сделать с неконтролируемой миграцией. В ответ на недовольство местных жителей мэр Фрайбурга Дитер Соломон заявил, что происхождение Хавари не должно использоваться для огульных суждений. А вот антимигрантская партия, которая носит название «Альтернатива для Германии», назвала Марию Ладенбургер жертвой культуры гостеприимства Ангелы Меркель. К сожалению, дело Марии стало не единственным в своем роде. 27 декабря 2017 года в городе Кандель беженец из Афганистана, 15-летний Абдул Давадзай, средь бела дня напал с ножом на 15-летнюю Мию Валентин, с которой он ходил в один класс. Мотивом для нападения послужило то, что Мия перестала с ним общаться. В итоге она скончалась в больнице, а Давадзай был арестован. Родители девочки сомневались, что Давадзаю 15 лет, и потребовали выяснить его истинный возраст. Выяснение возраста проводилось путем оценки рентгеновских снимков кисти, ключицы и зубных рядов. Эксперт заключил, что Давадзаю как минимум 17,5 лет, а скорее всего около 20. А так как эксперт не исключил того, что Абдул Давадзай не достиг возраста 18 лет, его в итоге судили как несовершеннолетнего, что подразумевало максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы, но он не получил и этого.
3 сентября 2018 года его приговорили к 8,5 годам лишения свободы, что, естественно, вызвало гнев не только родителей девочки, но и общества в целом. Важно отметить, что через год после осуждения Давадзай наложил на себя руки в тюремной камере. 12 марта 2018 года в своей квартире во Фленсбурге 17-летняя Мирей подверглась нападению со стороны Ахмада С., который прибыл в Германию из Афганистана как несовершеннолетний беженец без сопровождения. Мирей и Ахмад встречались 2 года, но когда парень стал контролировать каждый ее шаг, девушка решила с ним расстаться и начала отношения с другим. В итоге от 14 ножевых ранений она скончалась. На суде Ахмад утверждал, что на момент нападения ему было 17 лет и что его должны судить как несовершеннолетнего, а это, напомню, максимум 10 лет тюрьмы. Но вот проведенная экспертиза установила, что Ахмаду не 17 лет, как он утверждает, а около 29. Судья принял во внимание результаты экспертизы, и в итоге Ахмада судили как совершеннолетнего. Его приговорили к пожизненному заключению, которое по законам Германии при определенных условиях предусматривает право на досрочное освобождение через 15 лет. Мирей назвали еще одной жертвой приветственной культуры Меркель. Что ж, вернемся к делу Марии Ладенбургер. ДНК-доказательства, которые связали Хусейна Хавари с жертвой, были подкреплены еще и его признанием. Суд начался в сентябре 2017 года. Хавари признался не только в том, что вступил в связь с Марией против ее воли и лишил ее жизни, но и в том, что лгал о своем возрасте. Точный возраст он суду не назвал, а лишь подтвердил то, что он уже совершеннолетний. Судебный дантист сообщил, что согласно анализу зубных рядов, возраст подсудимого около 25 лет. Более ясную картину суд получил тогда, когда связался по телефону с отцом Хавари, который пролил свет и на возраст сына, и на страну, которая является его родиной. Приехал он из Ирана, а не из Афганистана. А в его свидетельстве о рождении, по словам отца, стоит дата 29 января 1984 года, то есть на момент смерти Марии Хавари было 32 года. В итоге его судили как совершеннолетнего. На суде он рассказал, что за пару часов до нападения вместе с друзьями употребил большое количество алкоголя и кое-что запрещенное. Расставшись с друзьями, он сел в трамвай и поехал в тот район, где впоследствии напал на Марию. В свободное от учебы время Мария подрабатывала в Центре помощи мигрантам, и по злому стечению обстоятельств именно от рук мигранта она приняла свою смерть. 22 сентября 2018 года Хусейна Хавари признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Как ранее было сказано, по немецким законам, пожизненное заключение предусматривает право на досрочное освобождение через 15 лет, если комиссия по УДО придет к выводу, что осужденный не представляет опасности для общества. В случае с Хусейном Хавари при вынесении приговора отметили особую тяжесть его вины. Это означает, что досрочное освобождение из тюрьмы через 15 лет юридически возможно, но практически нереально.